Новая торговая сессия. Начинаем с баланса в $50. Риск на сделку у меня 3% от депозита. Риск на день 10%. Так, открыл я первую сделку. Тут мы видим, что цена довольно-таки долго растет. Тренд в основном восходящий, но сейчас от круглого числа мы начали немножко притормаживать и начинается, скажем так, падение. Мне кажется, на том фоне, что вот здесь было круглое число. Давайте я сейчас быстренько take profit поставлю. Вот так. Мне кажется, на фоне того, что здесь было круглое число, после пробоя которого дальнейшее движение вверх не последовало, и мы начали замедляться и в дальнейшем падать, на этом фоне трейдеры откроют шортовые движения, поставят свои стоп-лоссы за вот это круглое число в 10 центов и в принципе будут торговать на понижение. Поэтому я открыл здесь лонговую сделку. Давайте выставлю пока, если успею, чтобы закрыть сделку лимиткой, но скорее всего меня сейчас по take profit закроет просто. Да, меня закрыло по take profit. Первая сделка в плюс. Смотрим дальше. Открыл вторую сделку по той же монетке. Так, сейчас выставлю take profit и объясню здесь логику входа. Давайте примерно 2% движения, наверное, возьмем. Или же один, и не будем наглеть. Смотрите, тут мы видим, что у нас дальнейший рост прекратился, в котором мы долгое время стояли, и сейчас началось такое локальное снижение. В моменте у нас есть хорошая возможность зайти в шорт и поставить короткий стоп. На этом фоне, мне кажется, те люди, которые ждали остановку роста, именно те, кто ищет точки входа в шорт, для них здесь идеальное место, чтобы зайти с минимальным, скажем так, с минимальным стоп-лоссом и пытаться взять дальнейшее движение вниз. Поэтому я попытаюсь заработать на том, что вот здесь заходят трейдеры в шорт. Закрыла меня по take профиту, вторая сделка у нас закрылась с прибылью. Открыл я третью сделку. Сейчас быстренько подправлю. Стоп-лосс есть. Смотрите, тут я вижу, что цена у нас продолжает движение вверх. Довольно-таки импульсные прострелы вверх случаются. И вот сейчас на одном из таких прострелов цена не откатывается вниз, а мы стоим в накоплении. Тем самым, как минимум, у меня складывается впечатление, что дальнейший рост может продолжиться, потому что откатов нету, и сейчас мы стоим в таком накоплении, с которого можем в любой момент взять и выйти вверх. На этом фоне я открыл шортовую сделку, правда я здесь поставил очень маленький стоп-лосс, но я и надеялся, что будет быстрое движение вниз, на котором я смогу закрыться. Но, к сожалению, здесь сначала выстрелили вверх. Скорее всего, после этого сейчас пойдут вниз. Ну ладно, тут закрылись мы по убытку. Да, все-таки здесь заходил я в правильную сторону. Как мы видим, резкое импульсное движение все же произошло. Но, к сожалению, перед этим сквизом забрала нас по стоп-лоссу. Так что эта сделка была верная, просто получил технический стоп-лосс. Открыл новую сделку, увидел, что рост дальнейший по тренду вверх не продолжился. Сейчас мы находимся, скажем так, в таком боковике, который, скорее всего, уже может выйти в нисходящий тренд. И на этом фоне можно зайти в шорт с минимальным стопом, скажем так. Вот сейчас дают такую возможность, можно открыть позицию и поставить минимальный. Давайте вот take profit поставлю, да. И тут дают возможность зайти в шортовую позицию, поставить минимальный стоп-лосс за вот максимум какой-то и попытаться высидеть большое шортовое движение.
На этом фоне я открыл позиции в лонг, чтобы взять какое-то маленькое лонговое движение чисто на перехай. Понемножку у нас подходит к тейк-профиту. Скорее всего, импульсным движением заберет. Тут, кстати, ну да, сейчас должны закрыть эту сделку по профиту. Я ожидал тут какое-то импульсное движение. Ну, в принципе, оно и произошло. Так что снова соотношение 1 к 1. Эта сделка закрылась с прибылью. И, наверное, на этом я буду прекращать данную торговую сессию. Закрылись мы с прибылью. Но я уже начал немножечко подуставать. Уже так как-то нету какого-то такого ажиотажа или, как сказать, прям желания дальше торговать. И вижу ситуации на рынке, в принципе, такие, на которые нужно время, чтобы они сформировались и подождать. Поэтому буду данную торговую сессию прекращать. Так что, возможно, сегодня вечером еще одну торговую сессию запишу. Так что, до скорого.